Салют вам, друзья, меня зовут Макс, мой никнейм Кот и Королевство 283. Да, не было меня пару дней, отсутствовал, участвовал в марафоне, чуть не сдох. Ну да ладно. Сегодня будет видосик, я хотел показать вам пару отчетиков, в своей группе я уже обещал, и ребятам сегодня хочу продемонстрировать, ну и, конечно же, ваши комментарии тоже хотелось бы услышать, как вы считаете. Данные значит, у нас было КВК с Королевством, сейчас я покажу. Все тормозит, радужные. Кстати, вот педощит новый сделали. Так, мы выиграли 1532 королевство, мы выиграли 866 и 11 королевство. Но как бы мы потихоньку наверстываем победы, побеждаем хорошим составом, сдружились, сообщались. И это очень радует. То, что люди, которые прилетели, даже они играют мы играем в разных альянсах, но мы все равно собираемся и вместе гасимся. И это очень круто. Это очень круто. И, ребята, я всегда призываю русских, общайтесь друг с другом и играйте вместе. Не будьте по раздельности. Итак, поехали. Против 1532 королевства мы выбивали трон. Эти господа сидели почти все, целые сутки в этом троне. Опять ляпнул, не сутки, короче, 8 часов. И мы сделали 2 сбора на данный трон. Ну и предлагаю вам посмотреть данные атаки. Итак, поехали. Первая атака была, первый сбор зашел, мы немножко неправильно сыграли, точнее, ребята, как всегда, засунули свои пальчики в ускорители, и, конечно же, первый сбор зашел не тот, который предполагался. В общей сложности мы выбиваем 2 миллиона, и предлагаю вам посмотреть, конечно же, уровни игроков, наших игроков и соперников. Это, конечно, жесть. Итак, мы разбиваемся под 0, сбор 4,4 против, грубо говоря, 4,7, ну, почти 5 миллионов там было. Итак, показатели, конечно, атакующей стороны на нас неплохи и в здоровье там пехоты, и в атаке 1261, и в здоровье в целом. Но показатели, конечно, противника меня немного вообще просто в чупор-ступор я вошел. Я еще таких показателей как бы не встречал в предыдущих боях. И здесь вот такой вот показатель, 1320%, 1000 защита, там 1100 уже здоровье, урон кавалерии под 73, причем здесь и урон пехоты 60, ну, критический урон 160, урон получаемой пехоты минус 60%. Как бы, ну, просто жесть. И здесь вот бонус к здоровью, например, лучников 1130 и 907 атака колесницы, здоровье, ну, как видите, показатели, конечно, бешеные. 157 урон при нападении, 101 снижение с нашей стороны и урон при обороне 192 и 171. Конечно, ну, это жесть, это трэш. Вот. Ну и давайте посмотрим просто составы, которыми мы атаковали. Очень интересно. Значит, Костян, он прокачал уже нормально себе там и пехотку, вот, подделал. Т-11 пехоту потихоньку качает, вот, но она, к сожалению, не сыграла. Грифон, в принципе, тоже сыграл очень слабо. Конь, лук, в принципе, все сыграло не ахти. Я хочу, ну, не то, что не ахти, поражение, точнее, нанесение, так сказать, урона своего он сделал, так же, как и, в принципе, другие игроки. Давайте посмотрим дальше. Саня пробивает, он там паладины ставит, нет смысла ставить, вот услышь меня, друг мой, нет смысла, когда он не прокачанный, не ставь его. Осадное орудие Т-12. Я считаю, это также неправильно. Почему? Потому что осадное орудие является больше защитным юнитом. Это мое сугубо субъективное мнение и мое личное мнение. Но это Т-12. Вот так вот отыгрывают у игроков солдаты. Значит, тут 400 тысяч коней, да, там, ну, 300, да 400 тысяч, короче, не буду, я буду все округлять. И они просто ложатся. Павлика тоже 100 тысяч десятых коней ложится. 200, например, ну, здесь у него конь сыграл получше, конечно, 200 коней и 250 убитых, ну, 1 к 1. Вот моя атака была. У меня также эти паладины, я просто попробовал посмотреть вообще, как они играют. Мне пока не очень понравились, потому что нет молитв. Т-11 пехота тоже мне не сыграла, конь не сыграл, грифон сыграл 1 к 1, кавалерия
11 сыграла, это чистая удача, Т-12 кавалерия сыграла не очень, и здесь мне больше понравилось все-таки мои осадные орудия. Если мы возьмем показатели, например, кавалерии, да, то есть 100 тысяч кавалерии Т-10, которая прокачана в молитвах 50, 45, там 41, она убивает 56 тысяч, а мои осадные орудия, которые промолены до 20, убивают 75 тысяч. Также взять грифонов. Ну, даже нет, с грифонами вряд ли, но мы сейчас посмотрим, против кого мы воевали. Давайте посмотрим Алекс. У него та же самая ситуация. Если взять, например, теоретически мои показатели атаки осадных орудий 100 на 75, то у них 80 тысяч кавалерии не убивают всего 8 тысяч пехоты. Я не пытаюсь осудить ребят, я просто хочу показать вам, зрителям, о том, что сейчас делают осадные орудия, и это не один отчет. У Хаби тоже сыгрывают, грифоны сыгрывают плоховато, ну, все равно. Но сейчас покажу, против кого мы играли. То есть это не просто так, я их осуждаю или там вообще говорю что-либо. Вот, здесь так, ну, Ильяс, я так понимаю, он там заскочил в последний вагон, скорее всего, да, тут очень мало войск. И вот такой вот против нас рыцарь играл. У него, значит, вот такие вот молитвы 53 всего лишь пикинеров. Ну, опять же, Т-13 вы еще попробуйте прокачать. Вот такие молитвы Т-11 пехоты, конь сыграл Т-10. То есть микс в оборонке был конь и пехота. Причем у него было, получается, раз, два, три, 4, 5, 6 линий. О чем я сегодня говорил своим подписчикам в группе, что 6 линий это лучший формат. Здесь вот такие вот товарищи с 48-м диким мечником. Ну, они как бы отбивают нормально. И вот еще один товарищ, Кристина, или Крысна. Вот такие вот у них грифончики. Ну, там 75 молитвы по грифонам. Вот так вот они нас отстреливают. Я просто хочу, чтобы все внимательно пригляделись, посмотрели. Итак, как видите, то есть мы воевали против пехоты и коня. И когда ребята добавили в сбор исключительно своего коня, если опять же вернуться назад, с точностью да наоборот, посмотреть, то весь конь просто тупо дохнет, потому что его гасит пехота. Осадные орудия мои, они тоже сдохли, но они нанесли ущерба больше, чем у кого-либо Т-10 кони. То есть вы видите, да, 100 тысяч, например, там даже грифонов нанесли 51 тысячу убили. Сейчас у меня чуть разлагает немного. Вот еще показываю Т-10 кони. 100 тысяч Т-10 коней убивает всего 32 тысячи. Начало подтормаживать. 60-70 тысяч убивает 23 тысячи. Это я говорю про Т-10 кони, да? Ну, грифоны не беру. Почему? Потому что их не было за сотню. И Т-12 конь, в принципе, также отыгрывает. Вот. Это вот первый отчет атаки в трон. Вторым отчетом, вторым мы с горем пополам, я даже не побоюсь этого слова, мы реально с горем пополам выбиваем трон. Вот в таком варианте. У нас остается 732 тысячи осад. Ильяс, у него чуть замок послабее, но все равно как бы он хорош, но проценты очень-очень разнятся. Прям очень сильно разнятся, как минимум даже в уроне при нападении. И давайте также здесь посмотрим убийство коней. Опять же Т-10, опять же грифонов, Т-11 коней. Вот, например, 100 тысяч коней, даже 117 тысяч убили всего 40 тысяч пехоты. Вот. Здесь мы уже вторым сбором я не добавлял Сельму. Почему в Сельму осадное орудие? Почему? Потому что у меня пока прокачана только Кристина. Но это был добивочный формат. И опять же, смотрите, как ложатся наши кони. Я уже добавил 500 тысяч коней, и они не сделали никакого результата. Просто никакого. В принципе, как и у всех. Т-12 конь против пехоты лег. Весь конь лег. Он убил 1 к 1, а должен при таком штурме убивать как минимум 1 к 3. Ну вот, к примеру, как у... Гудла, в принципе, тоже 1 к 1. Бэтмен, у него Т-12 конь убил даже меньше, чем 1 к 1, потому что 114 тысяч были еще живы.
Ну и вот, пожалуйста, вот результаты таких вот игроков, ну, точнее, нас, игроков, вот нашего королевства, кавалеристов. Я призываю ребят немного присадить ходули о том, чтобы все-таки сыграть на осадное орудие. И вот вам результат. То есть, по сути дела, мы его обезоружили, его защитную пехоту, и если бы мы добавили в этот поход больше осадных орудий, то мы бы размазали его пехоту, и она бы так не сыграла. То есть вы видите разницу, да, то есть у него пехота ну, 1 к 2, грубо говоря, играет на защите. Т-11 пехота против наших Т-12, Т-13 коней, которые замолены. Ну и вот, конечно, молитвы, как видите, тут 75, 70, 60 грифоны. А его грифоны играют по нашим чудо, так сказать, войскам. Сильный соперник был, но мы все равно выиграли, мы выиграли там на 3 гига. Ну вот так вот ребята перестроились на Т-11 пехоту, и дабы воевать против китайцев, я считаю, что правильно было бы все-таки попробовать сразиться с, ну, я думаю, все-таки осадными орудиями. Итак, вот такой вот отчет. Мне, к сожалению, очень жаль. У нас человек проспал щит на зачистке, мы его сбором бомбанули. Парень, я не помню, что на стене стояло, может быть, в разработке был, не буду судить его. Проценты там тоже сильно заострять не буду внимания. Почему? Потому что, ну, там на порядок мы превышаем. И давайте посмотрим атаку, например, того же Семена, да, у него отыгрывают очень хорошо и осадные кавалерия, да, но это слабый замок, и по ним они бьют очень довольно неплохо. Колючка также отыгрывает очень неплохо. Димон. Вот у Димона играет 6 линий, очень неплохо, у Колючки играет 4 линии. Да, в принципе, в такие замки как бы входят всегда нормально. Вот у Нура, например, то вообще снес просто жбан. 4 линии у Дэна. Также играет все очень хорошо, 780, ну вот Грифон, 50 тысяч Грифона, там 100 тысяч кавалерии. И я также вот запихнул сюда осадное орудие, и, друзья, вот такой результат. 50 тысяч осадных орудий, там 44 убивает, 317 тысяч, ну 45 давайте округлим. Причем, при всем при этом, мои также кавалеристы, у меня не самая большая атака в королевстве коней, она, я могу даже сказать, почти самая слабая. Убивают лям 400. Не знаю, может быть, это все зависит от рядов, вот, но вот так убивают вот у Кости лям 200. И давайте просто проанализируем, к примеру, также 100 тысяч Т-10 коней. Ну вот здесь у меня 100 тысяч сыгрывает. И вот, например, здесь. То есть убивает 403 тысячи. По сути дела, кавалерия, в принципе, Т-10, вот здесь нужно 200 тысяч коней, чтобы убило 428. У меня сыграло 44-45 тысяч осадных орудий. Я еще раз говорю, я просто снимаю данный ролик, показать людям разницу в отчетах. То есть слабый замок, да, который не имеет нормальной обороны и не имеет каких-то там супер здоровья, и сильные замки, которые у нас стоят на страже, так сказать, защиты дворца. Вот, то есть разница очень весомая, когда вы играете на осадных орудиях. Если бы каждый человек здесь убрал вот эти, например, лучники, и, к примеру, тот же самый не Т-12 взяли осадное орудие, а именно Т-11 и ударили, я думаю, был бы результат намного легче и намного круче. Сейчас я покажу просто, на секунду буду уже завязывать с этим видосом, я просто сегодня хочу показать разницу, ну, чтобы вы поняли разницу между этими атаками. На данный момент мои осадные орудия, так сказать, сделал на продвижение всего на 38 единиц. То есть я только-только начал их качать. И сейчас, конечно же, покажу свои молитвы. Нету дополнительного пока урона, у меня увеличение урона при нападении, но, как видите, все равно результат есть. И вот моя молитва Т-11 осадное орудие. Вот так я пробил. Значит, я первое сделал, что на вылет. Это увеличение урона, наносимой пехоте. И считаю, что это очень круто. К сожалению, молитв больше нет. И я ничего дальше не могу молить. Мощную атаку буду молить в самом конце.
вот, но впереди жила. Друзья, сегодня я найду еще замок и расскажу вам по поводу вот этого, по поводу этой молитвы, по поводу этого шанса. Так что подписывайтесь, ждите новое видео по поводу того, как работает вот эта вот штуковина. С вами был Макс Скотт и 283 королевство. Советую вам потихонечку не качать пехоту и воевать пехота против пехоты, а если вы хотите воевать и сражаться, то идите и качайте осадное орудие, потому что за ними будущее против пехоты. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, еще раз говорю, пишите свои комментарии, свое мнение. Ваше мнение, любое мнение я буду приветствовать, даже если вы хейтер. Пока-пока.